Всем привет! Канал Математические эксперименты. С вами я, Артем Ворожцов, и сегодня я хочу продолжить тему про формулу сумма s-ных степеней первых x натуральных чисел. Дело в том, что я забыл одну важную вещь рассказать, формулу Эйлера-Маклорина. Да что там одну? Я много важных вещей забыл рассказать, в частности, я в том видео забыл рассказать сам ответ, как выглядят многочлены Бернулли, если их записать явно в виде формулы. Кроме того, сегодня я хочу показать вам некоторые приемчики. Сегодняшнее видео – это видео с двумя звездочками, где будут элементы первого-второго дана по математике. Это приемчики, которые не часто встретишь в учебниках, но они там встречаются, безусловно, в правильных учебниках. Их не встретишь в учебниках часто, потому что они такие, не относятся к доказательству формул. Они относятся к процессу поиска ответов, и они, что ли, не совсем честные такие, хитрые. И чтобы их строго обосновать, нужно писать много слов, а в учебниках, вы знаете, места не так много. А нашей целью, такой промежуточной, будет формула единица на корень из n, сумма до x. Мне понадобится в этом видео формула Тейлора для экспоненты. Вот она. Про это я делал предыдущее видео. Про то, что вот эта вот серия базовых функций x в степени n факториал обладает вот этим замечательным свойством, что производная от них дает ту же самую серию. Ладно, итак, давайте восполним пробел предыдущего видео и выпишем формулу. Вот она. Многочлены, которые получаются, имеют следующую формулу. Многочлены эти равны результату суммирования s-ных степеней первых x натуральных чисел. В эти многочлены входит, значит, первое слагаемое, в котором многие узнают интеграл, кто изучал матан. И вторую часть, сумма по k биномиальных коэффициентов, умноженных на некоторые константы z от минус k. Назовем их просто константами, волшебными константами, пронумерованными натуральным числом k. И эти константы встречаются в самых разных s, для самых разных s, и для 1, и для 2, для 3, встречаются одни и те же константы z от минус k. Мы их просто обнаружили, и пока мы еще не понимаем, что это значение z функции, мы это не доказали. И, кстати, может быть, сегодня мы наконец-то приобретем интуицию, что, скорее всего, это аналитическое продолжение некоторой функции, которые я определю сегодня. Но не доказательство, просто интуиция. У нас на канале доказательств нет, как вы знаете, как вы уже, наверное, заметили. Да, на самом деле формула, которую мы получили, она суммирует до s-1. Но тут, видите, очень хочется продолжить эту сумму до s. Не так страшно добавить последнее слагаемое, dk равно s, потому что это слагаемое свободный член. Когда s равняется k, у нас тут получается x в степени 0. Ну, то есть просто какое-то число. Давайте посмотрим. Шлепс. Вот, например, hrx 4. Вот как выглядит сумма четвертых степеней натуральных чисел от 1 до x. Это результат. Давайте выпишем эти волшебные коэффициенты, которые спрятаны в коэффициентах всех этих многочленов Бернулли. Начинаются они с минус 1/2, минус 1/12, а дальше, видите, идут нолики, каждое второе число, и странные непонятные числа. Формула суммы s-ных степеней первых x натуральных чисел
в математике известно под именами harmonic number. Только там надо писать не 4, а минус 4. Вот. Но, видите, начинается расхождение для нечетных HR5, потому что я добавил этот самый свободный член, который на самом деле отсутствует. Ну, действительно, когда вы суммируете s-ные степени натуральных чисел, где x равен нулю, должно быть 0. А у меня не 0. Ну, вы понимаете, это не страшно. Главное, что вот этот мой многочлен при увеличении x на единицу к нему добавляется x в степени s. Вот. Многочлены Бернулли, которые присутствуют в математике, определены. Они чем отличаются от многочлена HR, который я определил? Стоп. Ну, давайте я введу число 6. Во-первых, их надо делить на s, то, что у меня называется s. Во-вторых, надо брать на степень побольше. У меня 5, а у Бернулли 6. Аргументы переставлены местами. И еще вот разница в знаке здесь есть. Это не так важно. Просто многочлены Бернулли, они как бы суммируют натуральные числа не до x, а до x минус 1. Вот и вся разница. Что тут главное? Главное, что вот разница моих многочленов для x минус 1 дает x в пятой, а для Бернулли то же самое дает x минус 1 в пятой. Вот это самое главное свойство многочленов, которое мы искали. И понятное дело, что для этого свойства свободный член просто не важен. Дальше. Вот эта формула, что разница двух многочленов HR это просто сумма s-ных степеней натуральных чисел от a плюс 1 до b. Очень напоминает формулу Лейбница. Напоминаю только тем, кто изучал формулу Лейбница. Вот. Аналогия прямая, как вы понимаете. Только тут не интегрирование, а такое дискретное интегрирование. По сути дела, это тоже площадь, но площадь столбиков, а не площадь под гладкой кривой. Сейчас этот график, эту визуализацию со столбиками я еще вам покажу. Но давайте немножко сейчас вернемся и для тех, кто пропустил, все-таки покажем, как была выведена формула HR. Она была не выведена, как всегда, она была обнаружена. Мы не выводим, не доказываем, а обнаруживаем внезапно какую-то красивую формулу. Начинается все безобидно. Выпишем треугольник Паскаля вот в таком виде. Этот старший член x в степени s перенесем влево. Вот первые строчки треугольника Паскаля. И обозначим эту разницу как y kx. Ну, непонятно, как эта идея появилась в голове, но вы уж простите. На самом деле до этой идеи добраться можно самостоятельно. Я не буду на этом заострять внимание. Это не какая-то магия. Когда человек думает про сумму катых степеней, вот эта вот идея, она появляется в какой-то момент в голове. Надо просто думать несколько недель, и эта идея возникнет у вас в голове. Могла бы возникнуть, сейчас уже поздно. Сейчас уже у вас есть ответ, и эксперимент будет нечестный. Итак, возникает идея такая, выписать треугольник Паскаля, и потом попробовать выразить x в степени k через y. Первые ответы даются элементарно. X в степени 0 это y1, а x1 это вот x в степени 1 выражается через y2 и 1, а 1 это y1. Ну вот так вот. Дальше
сложнее. Что надо сделать, чтобы получить формулу для x в квадрате? Нужно взять третье уравнение, умножить на 2 и вычесть из него 3 умножить на второе уравнение. И тогда вот это вот 3х и 2х сократятся. Потом надо выяснить, какой получается свободный член, и убить его с помощью третьего слагаемого. Вот что получается. Нажмите на паузу, подумайте. Удивительным образом, вот эта запись и есть многочлен HR от x минус 1. Идем дальше. Берем теперь 4 строчки треугольника Паскаля. И делаем то же самое для x в кубе. Что надо сделать, чтобы получить x в кубе? Надо из последнего уравнения вычесть 2 умножить на предпоследнее. И тогда 6х квадрат и 3х квадрат сократятся. Ну и дальше там убейте иксы и свободные члены. Свободный член, оказывается, не надо убивать. Он сам оказывается равным нулю. И здесь вот y1 отсутствует. Хорошо. Удивительным образом это совпадает с HR от s равно 3. Ну, только этот вот самый свободный член, который добавлен для красоты формулы итоговой. Угу. Ну вот. Почему же это сработало? Ответ, в принципе, простой. Вот, например, мы получили это равенство, а теперь мы суммируем это равенство по x от 0 до n. Вот мы суммируем. Слева получается искомый результат. Ну, точнее, получается та формула, для которой мы хотим найти ответ. Сумма квадратов первых x натуральных чисел. Ну, а тут вот такие вот сумки получаются. И эти сумки интересны тем, что они содержат слагаемые, которые сокращаются друг с другом, когда вы суммируете. Подумайте вот про эту формулу. И поймите, что когда вы просуммируете ее, останется лишь единица плюс n в степени 1 разделить на 6. Вот. Ну и то же самое здесь. Вот. Это один из способов получения формулы суммы квадратов первых n натуральных чисел. Ну а для тех, кто знает матрицы, все выглядит в некотором смысле проще. Первые n строчек треугольника Паскаля записываются в виде одного, но матричного равенства. И все, что нам нужно сделать, это обратить вот эту матрицу. Мы вычисляем эту обратную матрицу, всматриваемся в нее, с удивлением обнаруживаем нули на этих диагоналях. Называем это обнаруженной закономерностью. Вот. Если вычислить эту матрицу, выбрав больше размер n, мы видим, что не только нули нам тут становятся видны, а то, что другие диагонали, не нулевые, они тоже просто устроены. Вот это число 691, которое математики знают наизусть, оно нам подсказывает, что числа на диагоналях состоят из какого-то одного числа, умноженного на что-то. И это что-то как можно обнаружить? Да очень просто. Давайте мы вот всю вот эту диагональ разделим на 1/30, всю вот эту диагональ разделим на 5/66 и так далее. Вот такие вещи проделываются. Обнаруживаются там биномиальные коэффициенты. И после этого, когда мы делим уже на биномиальные коэффициенты, мы понимаем, как устроена наша матрица. Ну, давайте я тут побыстрее сокращу. Кому непонятно, того отсылаю к своему видео. Короче говоря, мы видим, что коэффициенты в этой обратной матрице состоят из произведения биномиальных коэффициентов и числа, которое стоит вот здесь вот,
Каждая диагональ состоит из числа, которое мы обозначим z от минус k, и биномиального коэффициента. Ну, а вот эта вот часть просто соответствует главной диагонали этой матрицы. У нас есть теперь явная формула. Да, тут суммирование до s минус 1, но я уже везде добавляю просто s. Давайте посмотрим на эту формулу. Биномиальный коэффициент sk умножить на x в степени s минус k. Ой, как хочется, чтобы здесь было что-то в степени k. Тогда это было бы, ну, прямо формула бинома Ньютона. Давайте позволим себе это сделать и заменим z от минус k на z в степени k. Тогда это выражение превращается в следующее. z это не число. Это мы просто позволили себе такой хак, приемчик. Позволим себе заменить последовательность z от минус k на z в степени k, чтобы увидеть структуру формулы. Конечно, такого z не существует. Невозможно себе представить такое z, чтобы были выполнены эти равенства. Но тем не менее, давайте всмотримся в результат и увидим тут интересную штуку. Что вот это просто интеграл от этого. И позволим себе обобщить это равенство на вот это равенство. Как будто бы здесь вместо t в степени s можно взять любую функцию от t. Эта идея, естественно, всплывает у тех, кто знает, что функции раскладываются в ряд Тейлора. Если что-то вы получили для t в степени s, то может быть это верно и для любой другой функции, которая раскладывает в сумму степеней по t. Но здесь надо вернуться обратно к тому, что z это не какое-то число, а хитрая штука. Здесь мы берем тот самый ряд Тейлора и уже z в степени k записываем через z от минус k. Такая штука, такая хитрость позволила нам довольно быстро от треугольника Паскаля и формулы s-ных степеней перейти к формуле Эйлера-Маклорина. То, что написано здесь, неверная формула. Вы должны мне пока это простить. До верной формулы мы сейчас еще доберемся. Но сейчас мы просто надеемся, что она верна. И думаем, что тогда. Пусть она верна. Тогда она говорит о следующем. Что сумма функции f в разных точках k может быть выражена через интеграл. И значение разных производных функций f, но в одной точке. Как будто бы это знание о функции в одной точке может определить сумму по этой функции в разных точках k. Как будто бы. Давайте ее перепишем еще вот таким образом. Формула Эйлера-Маклорина говорит о том, чем отличается сумма, такой дискретный интеграл, от настоящего интеграла. Эта разница определяется значениями производных в одной точке x. Ой, тут ошибочка. Мы тут интегрируем не до единицы, а до x, конечно же. Странно, что тут нету зависимости от значения производных в точке 0.
Чем отличаются 0 и x в этой формуле? Вроде бы ничем. И это хорошее наблюдение. На самом деле эта формула неверна, и ее надо обобщить. Сейчас поймем как. Ну, давайте я сейчас еще проиллюстрирую вот эту вот разницу. Пусть в качестве функции f от x у нас выступает корень из x. Тогда вот эта вот сумма, это сумма столбцов вот таких вот. А этот интеграл — это площадь под синей гладкой кривой. Тут есть тонкий момент, от какого числа мы суммируем до какого. И, соответственно, получается, что сумма — это либо вот столбцы, которые над кривой, либо столбцы, которые вписаны внутрь кривой. Пока не будем в это углубляться, но как будто бы вот эта вот формула, это формула площадей вот таких вот треугольников. Либо желтых треугольников, либо серых треугольников. Кривоугольных треугольников. У них одна сторона кривая. Кстати, понятно, что сумма желтых и серых треугольников — это простая штука. Потому что мы вот эти вот квадратики целиком можем подвинуть влево, прибить. И тогда сумма всех треугольников и серых, и желтых равна просто 1 умножить на высоту столбца, который получается, то есть f от x. Поэтому, если вы знаете сумму желтых, то вы знаете сумму серых. Ладно. Итак, давайте выпишем формулу, про которую мы думаем, что она верна, а на самом деле она не верна, два раза. Когда x равняется a, когда x равняется b. Потом вычтем друг из друга, и вот что мы получим. Сумма от a плюс 1 до b равняется вот эта вот разница. И вот эта формула уже выглядит более симметрично. Там точки a и b, они входят симметричным образом в эту формулу. И теперь понятно, что сумма площадей треугольников, она зависит от производных в точке А и производных в точке Б. Хорошо. Если мы заглянем в Википедию, то мы там обнаружим следующую формулу. S — это сумма, и это интеграл. И тут вот вместо z от минус k там нарисованы числа Бернулли. Сумма там не до бесконечности, а до p, и это правильно. Бесконечность здесь — это ошибка. И тут нарисован некоторый остаточный член. Ну, здесь я хочу показать, что z от минус k — это просто число Бернулли, деленное на k плюс 1 со знаком минус. Дальше, если вы заглянете в раздел «Формула Эйлера-Маклорина» в Википедии, вы найдете еще такую формулу. И здесь суммирование по k, где k умножается на 2 внутри формулы. Ну, неудивительно, потому что там z от минус k, вы видели, это числа, которые равны нулю. Каждое второе число равняется нулю, кроме первого. И вот первое слагаемое они с суммы вынесли, а дальше можно брать только, ну, грубо говоря, нечетное k в этой формуле. Мне, конечно, больше нравится вот эта моя запись, где наоборот это слагаемое находится внутри суммы. Более того, я очень хочу и это слагаемое запихнуть внутрь формулы. И я это сейчас сделаю. Это f большое, это первообразное от f маленькое. Что такое первообразное? Это k-тая производная, где k равняется минус 1. Давайте напишем суммирование от k минус 1 и уберем это слагаемое. Это опять приемчик первого дана. Что получится, когда мы это сделаем? Получится следующее. Нам хочется
чтобы z от минус k, где k минус 1, деленное на k факториал, было равно минус 1. Тут нас ждет неприятность. Z от единица и минус 1 факториал равны бесконечности. Но что интересно, если мы устремим s к минус единице для этого отношения, то получим предел равный минус единице. Нам нужно именно минус 1, а не 1. Потому что здесь стоит перед суммой знак минус. И этот предел дает нам основание записывать эту формулу с этой оговоркой, что для k равно минус 1, здесь это отношение нужно считать равным минус единице. Вот так вот, шутки ради, у нас превратилось в формулу Эйлера-Маклорина. И все это можно превратить в строгое доказательство с помощью таких фраз, что сумма и интеграл — это линейные операторы, что знаки сумм можно менять местами, и что превращение z от минус k в z в степени k было временным лишь в нашем рассуждении, и можно этого не делать. Вот. Вот я записал эти мысли в виде равенств. Дальше. Эта формула, где суммируются до бесконечности, на самом деле не работает. Она не сработает, даже если бесконечность заменить на какое-то конечное значение, для случая, когда функция f имеет в точке А какую-то особенность, неприятность. Чтобы избежать этой неприятности в точке А равной нулю для некоторых функций f от t, мы применим следующую хитрость. Вот здесь вот нарисован график функции единицы на корень из t. Точнее, не самой функции, а вот этих вот ступенек. И сумма обратных корней первых n натуральных чисел — это синяя площадь. Так вот, синюю площадь можно посчитать как всю площадь под всеми столбиками минус желтую площадь. Вот эта простая идея позволяет нам выписать формулу и для случая, когда s равняется минус 1/2. Ну, то есть, когда вы суммируете обратные корни. Вот и вся идея. Ну, давайте пока поживем в задачке сумма обратных третьих степеней натуральных чисел. Нам так будет для начала проще. То есть пока поживем вот в этой вот задачке. Когда мы суммируем обратные третьи степени, у нас эта площадь конечна получается, суммарная площадь. А вот когда мы выбираем единицы на корень из n, зеленая площадь, ну и площадь всех столбцов, получается бесконечной штукой. Кто знает матан, тот знает этот факт. Давайте пока не будем думать про эту неприятность. Запишем, что синяя площадь — это синий, желтый минус желтое. И что еще поймем? Мы поймем, что первообразная для единицы на t в кубе — это вот эта штука. И с помощью первообразной можно посчитать всю площадь под гладкой кривой. И мы можем еще посчитать площадь всех треугольников, вот этих вот, как дополнение к зеленой площади. Зеленую площадь, когда функция f от t это единица на t в кубе, мы знаем. А как посчитать сумму площадей всех треугольников, и синих, и желтых? Ответ такой. Вот так вот. Что такое треугольник? Это площадь столбика
минус площадь зелененькая в рамках этого столбика. Она вычисляется как разница первообразных в точке t плюс 1 и t. Вот это вот площадь треугольничков для других значений s. Определим это. Вся зеленая площадь под гладкой кривой для s равно 3. Вот другим способом она записана. Дальше я хочу наконец-то определить функцию z от s. Это сумма обратных s-ных степеней. Давайте таким образом определим функцию z от s, когда s больше единицы. Тогда наблюдается сходимость этой суммы. И тогда площадь треугольников всех, математика знает, это равняется площадь всех столбцов минус площадь под гладкой кривой. Вот, я хочу все-таки записывать площади треугольников и работать с площадями треугольников. Итак, что мы делаем? Значит, определяем функцию z от s таким образом для s больше единицы. И обнаруживаем вот такие моменты, что сумма треугольников это сумма столбцов минус площадь под гладкой кривой. Тут опять сумма столбцов минус площадь под гладкой кривой. Вот чему равняется у нас площадь всех треугольников. Z от 4 сумма обратных четвертых степеней математика знает. Сумма пятых степеней математика не знает. Вообще вот что у нас получается, что математика знает. Начиная со второй степени, вот она говорит, что числа есть. И для четных случаев она даже знает, чему равняется сумма столбцов. Для случая, когда мы берем гиперболу, сумма столбцов равняется вот этой сумме, и она, математика пишет, расходится. Так, сейчас будет понятно, что я хочу сделать. Вот этот момент. Что я хочу сделать? Я хочу нарисовать такую формулу. Z от S, сумма столбцов, равняется сумма треугольников плюс площадь под гладкой кривой. Понятная идея? Вот что я так долго не мог никак вам сказать. Хочу так записать. И вот в чем прикол. Что если я возьму вот эту сумму, сумму обратных корней, математика скажет, не понимаю. Хотя про эту сумму она говорит, что это z-функция. Но для s равно 1/2, она говорит, сумма расходится. Но если мы возьмем z2 от 1/2, так, ее надо определить. Что-то я забываю это делать. Что она скажет? Она пишет, что есть ответ. Не совсем понятно, наверное, что здесь происходит. Она говорит просто, что эта сумма сходится. Сумма площадей треугольников – сходящаяся штука. А эта формула, которая давала нормальные ответы для s больше единицы, мы ее просто продолжили для случая s равно 1/2. Ну, то есть я вам показал как бы одну формулу, которая верна, очевидна, доказана для s больше единицы, а потом я позволил себе в нее ставить s равно 1/2 и говорить, ну раньше это было равно z от s,
то пусть и теперь эта штука будет называться z от s. Пусть этот ряд и расходится, но раньше эта формула давала значение этого ряда, то пусть эта штука будет обобщением этой аналитической функции от s для случая, когда s равняется 1/2. Ну, на самом деле, не только 1/2. Вот этот ряд, сумма площадей треугольников, будет сходиться для s равняется 1/3, 1/4 для разных чисел от 0, больше 0, до единицы. Не только для s больше единицы. Вот так вот. z2 от 3 дает ожидаемый ответ z от 3, а для s равно 1/2 дает какое-то новое значение, про которое математика знает, и она уже тоже умеет это делать. И она называет это z от 1/2. Аналитическое продолжение функции z от